Всем привет! Собираю стационарный компьютер и выбираю потихоньку комплектующие к нему. Данная клавиатура была выбрана по соотношению цена-дизайн, а это бюджет $20 на выбор клавиатуры и хотелка дизайна в игровом космическо-шутерном стиле, и все это сочетает в себе данная клавиатура. Рассмотрим ее поближе. В комплектации сама клавиатура бережно завернута в целлофановый кулечек, сменные клавиши серого цвета. Ну такое. Далее макулатура, из которой есть середник для активации премиум доступа на 3 дня для шпилы Star Conflict. Кому надо, можете его использовать. Да, я сегодня как мать Тереза раздаю гуманитарку бедным геймерам. Кто успел, тот и съел. И еще 2 макулатурки, User Manual и гарантийка на 1 год. Клавиатура имеет стандартную QWERTY-раскладку с русскими буквами на клавишах. Украинского, к сожалению, нет. Но те, кто приспособился печатать вслепую, думаю, будет все равно. Все буквы и символы здесь выполнены на прозрачном пластике, на который нанесена черная краска. У некоторых пользователей данной клавиатуры спустя год эксплуатации начали стираться клавиши. Что ж, посмотрим, что будет с ней. Всего клавиш 104 плюс 10 функциональных. Тип клавиш мембрана. Вход мягкий и они не залипают. Ничего плохого о них сказать не могу. Моя Logitech K350 уже 10-й год работает исправно, и она тоже мембранная. Есть следующие опции, такие как блокировка системных клавиш Windows с помощью комбинации клавиш FN плюс Windows, чтобы в ответственный момент не свернуть игру, и переключение стрелок курсора на кнопки WASD при комбинации FN плюс W. Можно регулировать частоту опроса клавиш для более быстрого срабатывания при незначительном нажатии. Это важно для геймеров в сетевых шутерах. Частота опроса имеет 2 режима и переключается по нажатию клавиш FN плюс Q. Поддержка 19 одновременных нажатий, но кто этим будет пользоваться? 10 клавиш для быстрого доступа к различным приложениям и функциям. По левую сторону расположились мультимедийные клавиши. Клавиши со знаком ноты вызывают музыкальный плеер, который у вас установлен по дефолту. 2 клавиши, отвечающие за уровень громкости. Приглушить звук и клавиша play-пауза. По правую сторону клавиши переключения музыкальных треков. То есть неплохой такой наборчик для быстрого доступа к музыке у нас тут собрался. Еще 3 клавиши: вызов почтового клиента, поиск и вызов интернет-браузера. Все клавиши быстрого доступа окрашены в серый цвет. Думаю, при активном использовании могут затереться до бела. Нужно было их оставить черными, как и основные клавиши. Чуть ниже располагаются светодиодные индикаторы клавиш Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. По центру вставка с надписью Doom Keeper, которая добавляет клавиатуре вид и ассоциируется у меня с игрой Doom, который выпустил разработчик ID Software. Клавиатура имеет подсветку из 3 цветов: красный, синий и аметист. Либо подсветку вообще можно выключить. Яркость подсветки можно выставить. Для этого имеется 3 уровня, но думаю, с этим никто не будет заморачиваться. Также есть режим мигания подсветки с чередованием цветов. Переключается по нажатию клавиш FN плюс значок переключения цвета. Подсветка клавиш не равномерная. Но когда это твоя первая клавиатура с подсветкой, то это даже не замечаешь. Вроде все нормально. При включении клавиатуры светится красная подсветка на максимальной яркости. Если вы настроили, к примеру, свечение синим на 2 уровне яркости, то приготовьтесь. При повторном включении клавиатуры придется настроить все заново, так как клавиатура не запоминает настройки. Клавиша имеет защиту от воды, и для ее отвода имеется дренажное отверстие. Но купать ее не стоит, она не герметична. На задней части установлены лапки, которые при их открытии добавляют угол наклона клавиатуре. Внутрь клавиатуры установлена металлическая пластина, которая добавляет вес и упругость на скручивание. На антискользящие ножки поскупились, сделав их пластиковыми с насечками, в центр которых вставлена маленькая резиновая пимпочка. При первом осмотре складывается впечатление, что они резиновые полностью. Если у вас условия, в которых клавиатура постоянно ездит по столу, то такое исполнение ножек не очень подходящее, ведь клавиатура может упасть со стола из-за небольшой площади резиновых вставок. Провод длиной в 1,5 метра выполнен в красивой красной оплетке и имеет такой же рубленый стиль исполнения, как и корпус клавиатуры. Присутствует ферритовый фильтр для отсечки помех, а также позолоченный USB коннектор для лучшего сигнала. Вот только разъем, в который должен вставляться этот позолоченный коннектор, должен тоже
что же быть с позолотой для полной реализации задумки о качественном сигнале? Вы где-то видели позолоченный USB разъем на компьютере? Я нет. А так, это всего лишь маркетинг, а не чистая физика токопроводящих материалов. Первая клавиатура мне попалась бракованная. Провод на коннекторе USB отходил. Сдал клавиатуру в магазин на правах 14 дней защиты покупателя. А они ее в сервис. Там обнюхали ее со всех сторон и говорят, что ничего такого этакого не увидели. В итоге интернет-магазин, несмотря на это, пошел мне навстречу и поменял клавиатуру на новую рабочую. На этом у меня все. Если остались вопросы, задавайте, отвечу, если найду время. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео.